Всем привет! Совсем недавно перспективная компания Vivo провела большое мероприятие в Китае, во время которого был представлен новый флагманский смартфон бизнес-класса Vivo X Note. Самое главное, чем может похвастаться смартфон, это, конечно же, ценами. Он доступен в трех конфигурациях. Vivo X Note 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти стоит $942. 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной флеш-памяти $1021. 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной флеш-памяти $1099. Стоит отметить, что смартфон представлен в голубом, сером и черном корпусах. Стандартный набор, можно сказать. Также стоит отметить, что цветовые вариации отличаются сильнее, чем можно подумать. Черная панель стеклянная, а голубая и коричневая отделаны под кожу. Vivo X Note получился действительно очень хороший смартфон. Основные фишки его — это отличный дисплей AMOLED Samsung E5, основная камера на 50 мегапикселей Zeiss, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч, ну и, конечно же, защита IP68 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами первый обзор. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. Итак, смартфон Vivo X Note получил просто огромный 7-дюймовый экран AMOLED Samsung E5. Для многих людей технология экрана — это большой минус, но есть и множество плюсов. Основное — это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. Частота обновления экрана может варьироваться в пределах от 1 до 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя будет достигать 240 Гц, что обеспечит молниеносную реакцию на касание. Эта особенность придется по душе поклонникам мобильных игр. Что интересно, соотношение сторон будет 21:10, что в наше время является редкостью. Разрешение экрана 2К+, 3080 на 1440 пикселей. Предусмотрено защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Сердцем смартфона выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года и изготавливается по 4-нанометровому техпроцессору. Он имеет одно ядро Cortex X2 на 3.0, 3 ядра Cortex A710 на 2.5 и 4 ядра Cortex A510 на 1.8 ГГц. По процессорной производительности он отстает от Apple A15 Bionic, но по сравнению с другими Android-смартфонами результаты у Vivo X Note отличные. Во фронтальной части располагается 16-мегапиксельная камера. Тыльная камера, разработанная в сотрудничестве с Zeiss, объединяет модули на 50, 48, 12 и 8 мегапикселей. Реализованы лазерная автофокусировка и оптическая стабилизация. Камера настроена совместно с, как я говорил ранее, компания Zeiss. А это, напоминаю, немецкая компания, специализирующая в области оптики. Основана как мастерская по производству точной оптики немецким изобретателем Карлом Zeiss. Компания имеет высокую репутацию на рынке оптики. Емкость аккумулятора составляет целых 5000 мАч. Он поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Смартфон можно зарядить на 100% за 32 минуты. Заявленная автономность новинки составляет до 7 часов гейминга, до 52 часов прослушивания музыки в наушниках или до 12 часов просмотра видео. Смартфон защищен от воды и пыли IP68. Данный стандарт защиты от воды и пыли включает абсолютную герметичность мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты IP68 можно использовать на глубине до 1,5 метра, до 30 минут, не опасаясь за его целостность, что большой-большой плюс является. Под экран
встроен сканер отпечатков пальцев с увеличенной площадью. Также отметим аппаратную кнопку отключения звука, которая у Vivo появилась впервые. Операционная система у данной модели Android 12 с фирменной оболочкой Original OS Okean. Тут были полностью переработаны стандартные приложения, анимация, меню, уведомления и быстрые настройки. Появилась поддержка динамических тем на основе цветовой палитры обоев, как в Android 12 от Google. На экране блокировки стало доступно больше возможностей для быстрого использования камеры, оплаты покупок и других функций. Гаджет также поддерживает 5G, Wi-Fi, Bluetooth, стереодинамики, ну и, конечно же, NFC. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Vivo удивляет своих фанатов, а также многочисленных пользователей. Мы видим, что данная компания действительно сейчас заслуживает внимания. Она выпускает очень интересные гаджеты, и тем более вот этот вот формат Note, как мы привыкли видеть у компании Samsung, очень, на мой взгляд, перспективный. Почему? Потому что сейчас практически все производители стараются сделать свои смартфоны миниатюрные. И вот таких вот больших гаджетов на данный момент я не припомню. Да, была компания Lenovo, выпускала большие смартфоны, Samsung, но Samsung от Note серии отказалась. С чем это связано? Потому что Samsung Galaxy S22 Ultra, ну, можно сказать, это большой громадный смартфон. И его относят к серии Note, просто другое название, вот и все. Но Vivo думает, что этот рынок не стоит оставлять, и они выпускают вот Vivo X Note. Действительно, это очень интересный смартфон. Во-первых, он получил мощную начинку, отличный AMOLED Samsung E5 экран, камера совместно с Zeiss, которые настраивали данные инженеры на 50 мегапикселей. Процессор Snapdragon 8 Gen 1. То есть это действительно стоящее решение в 2022 году. По поводу 7-дюймового экрана. Да, некоторым людям данный экран покажется большим. Почему он покажется большим? Потому что все-таки соотношение сторон 21:10 это непривычное соотношение сторон. То есть вы практически получаете такой, можно сказать, прямоугольный квадрат. Ну, не знаю, как сказать, но как и есть. То есть, как вы знаете, вытянутые экраны сейчас в моде, то тут совсем по-другому все решила сделать компания Vivo. Ну что же, ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.